Привет! А что если вместо последнего айфона взять последний Xiaomi? Спойлер, по деньгам то на то и выйдет. Да, это очередной ролик из серии «Переходим с айфона на Android», где я не техноблогер, а простой яблочник, который переходит на новую для себя систему, сталкивается с банальными для фанатов Android вещами и узнает больше из ваших комментариев под этим видео. Так что, если что-то не так или что-то хотите дополнить, обязательно пишите в комментариях, так переход на Android станет намного проще. Вообще, я яблочник со стажем, как и большинство моих подписчиков. У нас есть экосистема, мы привыкли к своим гаджетам, но посмотреть, что же там на Android, тоже бывает максимально интересно. Если вы эту позицию разделяете, подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Будет интересно. Сразу скажу, сейчас самое интересное Xiaomi 17 Ultra для китайского рынка, но им можно комфортно пользоваться и у нас. В целом у меня здесь абсолютно стандартный набор наших привычных приложений. Установил я их без какого-либо шитья, у меня тут даже карта добавлена, и через NFC я спокойно оплачиваю покупки в пятерочке. И повторюсь, я ничего для этого не прошивал, хотя здесь китайская версия. Это флагманский Xiaomi 17 Ultra в коллабе с Leica, с поворотным кольцом, как на профессиональной камере, и инновационным механизмом непрерывного зума. Там внутри камера на 200 мегапикселей плавает от 75 до 100 мм. Тут не просто фильтры, а прям профили от Leica. А стоит он, сразу скажу, как iPhone 17 Pro. Вот это издание by Leica на 512 гигабайт обошлось мне в России в 120 тысяч рублей. И да, для яблочников это может стать открытием. Xiaomi это уже давно не топ за свои деньги, в том плане, что это не бюджетка. Ребята умеют в технологии, ребята умеют в камеры. И на мой скромный взгляд, они умеют в камеры лучше, чем абсолютно любой другой бренд. По сути, его можно взять как второй смартфон исключительно из-за камер. Но начнем с версий, их есть несколько. Версия в коллабе с Leica самая интересная, но на глобальный рынок ее не выпустят. Это значит, что изначально у вас при настройке будет только китайский и английский языки. Но на деле ограничений для вас особо не будет. При попытке установить любое приложение у вас выскочит защитник от Xiaomi. Вы потыкаете на иероглифы, выключите его, в принципе это интуитивно понятно, и после этого можете ставить абсолютно любые АПК из сети. Но, конечно, если вы хотите русский язык в системе, вот тогда его надо шить. И, честно говоря, заниматься этим, отдав за смартфон 120 тысяч, мне как-то религия не позволяет. И да, если вы сейчас хотите написать комментарий, ну прям с айфоном у нас все так просто, то да, для какого бы региона iPhone не был изготовлен, вы при активации просто выбираете регион Россия и можете им спокойно пользоваться. Русский у вас там всегда будет. Вы не можете добавить карту в Apple Pay, вы не можете скачать просто приложение банка. Для этого надо либо сходить в банк, либо дождаться, когда оно появится в App Store. Вот это нюансы. Но во всем остальном шитья никакого не нужно. И начнем с комплекта. Он тут интересный. Смартфон, чехол, петелька на руку, крышечка на камеру, салфетка для стекла и, конечно, блок питания и кабель. Теперь подробно. У чехла две фишки. Он и защищает, и позволяет крутить камера Ring, главную фишку этого смартфона. И у него есть анимация при надевании, прямо как у Apple, только чехол у нас черный, а анимация почему-то белая. Но у чехольчика есть и минус, он добротный со всех сторон, кроме внутренней. Тут нету микрофибры. И это мелочь, совсем незначительная. Может быть, в комментариях даже напишут, если у вас корпус из кожи, то вам внутри чехла микрофибра не нужна. Но мне кажется, это не так, и лишней бы она тут явно не была. Петелька на руку. В сравнении со страпом от Apple, который оторвать как нефиг делать, тут прям все добротно. Видно, Leica делала. Вы им скорее что-то оторвете, чем его разорвете. Крышечка для камеры надевается только на чехол и служит для защиты блока камер, который, внимание, это твердое оптическое стекло. У Apple, например, на линзах сапфир. Разница в том, что стекло это хоть и прочное, но в теории оно царапается, и поэтому защитить его хотелось бы. У Apple используется сапфировое стекло, его поцарапать нереально, можно только разбить, и то точечным ударом, и то только сверху. Здесь же, да, Xiaomi бы очень сильно пришлось потратиться, чтобы сделать вот такое огромное сапфировое стекло. С другой стороны, я не помню, чтобы у кого-то эта шайба царапалась. Я ее сам пытался царапать, особо не берегу, но мне кажется, что эта крышечка это просто такой фан-аксессуар. Кстати, когда она надета, кольцо срабатывает, и покрутив его, смартфон автоматически открывает селфи-камеру и делает фото. Вот это внимание к деталям. Уважаем. Тряпочка тут классическая для стекол с логотипом Leica. По размеру и материала как та, что Apple продает отдельно за 20 баксов.
Но главное, конечно, сам смартфон. Кожа на корпусе и грани. Видел я матовые, видел глянцевые, но тут рифленые. Это прям стильно. Ровные формы после айфона, все это максимально знакомо и приятно в руках. На экране, кстати, сразу пленочка достаточно хорошая, не царапается. Но главное тут, конечно, камеры. И начнем мы с камеры Ring. Xiaomi не стала копировать кнопку камера Control и сделала кольцо, как у профессиональной камеры. Оно приятно звучит при повороте. На него можно настроить активацию камеры. Туда-сюда повели его и открылась камера. Прикольно. Можете еще сразу сделать фото, ну, мало ли. Вообще, в настройках найдете целый раздел, посвященный камере Ring. Кольцо может управлять зумом, диафрагмой, ISO, фильтрами, причем в каждом режиме можно назначить что-то свое. Управлять этим колечком одной рукой максимально просто. Точность приближения не идет ни в какое сравнение с кнопкой на айфоне, потому что там вообще ложных срабатываний куча. Здесь каждое деление вам отдается вибрации, это максимально точно и аккуратно. Ну, блин, это как-то интуитивно понятно, ведь на камерах также. И, кстати, что прикольно, когда вы не в камере, это колечко можно отключить, и оно вибрировать не будет. Но я настроил на него включение камеры и кручу теперь как антистресс, хотя камеру иногда и открывает. Что не говорите, штука клевая. Она прям, ну, как-то ей хочется пользоваться, ее хочется трогать. Это сделано максимально классно. Вообще, респект Xiaomi за эту реально инновацию, которая лежала буквально на поверхности. Единственный вопрос, почему он только на версии Leica, за это как-то обидно. И, честно говоря, в реальной жизни я пользовался им для фото ровно 0 раз. Ну, потому что зум с экрана простым свайпом, он уже как-то на уровне мышечной памяти. От Leica тут еще и набор фильтров, при этом каждый из них можно посмотреть, покрутить, оценить, и даже если вы сделали фото с одним фильтром, потом в галерее его можно изменить на другой. Есть еще и стили, вот они уже поглубже работают с вашими фото. Leica Vibrant и Authentic — это цветовые профили обработки, напрямую влияющие на ваш снимок. Leica вообще не просто применяет стиль, она работает со светом, с тенью, выглядит это по факту очень круто, и безусловно это очень сложно передать вот так камерой, снимая смартфон, поэтому все мои фотографии будут по ссылочке в описании к этому видео на Яндекс.Диске. Есть еще и отдельный режим Leica Essential, даже с другим звуком затвора и стилизацией под камерой M9 и M3. Не знаю, знакомы ли вы с Leica, это моя мечта, скорее всего несбыточная, потому что там стоимость камер просто какая-то космическая, и у Xiaomi уже были коллабы с Leica. Это не первое. Но, знаете, то, что было раньше, ну, я про это обзоры не записывал, потому что, ну, как-то фильтриков накинули, да и все. Но тут так поработали с камерой, что я хожу просто, на нее снимаю абсолютно все. Даже тут на дороге колесо пробил, пока его меняли, собственно, я всю машину отфоткал, и по мне это просто произведение искусства. Ну и в то же время, меня не поразило и даже немножко огорчила ультраширокоугольная камера, она 50 мегапикселей, уже чем в айфоне, там 0.5, тут 0.6, она ничем не выделяется, такую встретить можно, в принципе, в любом флагмане на Android. Вот основной модуль уже поинтереснее. Сенсор тут на 1 дюйм, очень светлый, оптическая стабилизация, очень богатый динамический диапазон, но опять же, такой богатый основной модуль, даже побогаче, он есть и у других брендов, посмотрите на тот же Samsung. То, ради чего все это покупалось, вот самое интересное, это телевик. 200 мегапикселей, непрерывный оптический зум. Он прямо выделен в камере, и для него есть отдельный раздел. Внутри целый подвижный механизм, и это просто потрясающе выглядит. Вы прямо на экране смартфона понимаете, что сейчас будет качество. Да, сразу скажу, пощелкать быстро в этом режиме не получится. Это все занимает время, он должен подумать, обработаться, но, слушайте, это того стоит. Разрешение 16000 на 12, и это в JPEG. И вес, приготовьтесь, 95 мегабайт на фото. Поэтому, если на вашем смартфоне, это бывает, кстати, на стареньких айфонах, это фото не сразу открывается, а вы видите черный или белый экран, запаситесь терпением, оно просто слишком большое. В общем, если вы хотите себе камеру с ретро-фильтрами, это, кстати, большой фетиш в последнее время у очень многих, я сам задумывался в конце года такую прикупить, вот Leica вам на этот вопрос легко ответит. Еще и для мессенджера Max станет прекрасным вторым смартфоном. Да, ну и, конечно, надо сказать про видео, он умеет снимать видео и в 8К, и в 4К 120, но как и любой другой Android-флагман. Все это, к сожалению, далеко от идеала. И, ну, я не фанат видео на Android, можете
можете меня хейтить сколько угодно, но мое мнение останется неизменным. Единственная альтернатива камере iPhone по видео — это Google Pixel, и то не совсем стабильно. Здесь я вижу эти кадры, я пытался на него снять шортс, мне он не нравится, это сугубо мое личное мнение. На мой взгляд, здесь все заточено под фото, как в принципе бывает в профессиональных камерах. Сама система. Полностью оценить ее, конечно, на китайской прошивке было сложно, но давайте попробуем. Понравилось мне распознавание лица в любых условиях. Скорость распознавания отпечатка вообще умопомрачительная. Куча прикольных анимаций в системе, от удаления я прям подзалип. Заимствований у iOS хватает, но от этого мне лично было даже комфортно. Я вообще фанат такой идеи. Давайте все смартфоны назовем одинаково, чтобы просто в них не путаться. И давайте системой сделаем максимально приближенными, чтобы максимально облегчить переход. Ну, в такое время живем. 2 смартфона человеку жизненно необходимы. Да, и, конечно, возможность ставить все, что угодно, она тут присутствует. Это там, как мне говорили, не какой-нибудь BBK, который максимально закрытый. Здесь китайская версия, но поставите все, что хотите. Попробовал разблокировать, кстати, загрузчик, мне не дали. По-хорошему, оно как-то шьется. Вопрос, останутся вот эти все приколы отлейки и управления кольцом или нет. Я попробую, обязательно сниму про это шортс, но пока загрузчик мне разблокировать просто не дали. Обращусь к ребятам, здесь будет интересно. Оставьте в комментариях контактики, обязательно воспользуюсь. А так, Clash Royale есть, и уже жить можно. К слову, VPN тоже поставился легко, Call of Duty рядышком. И работает все это, конечно, шикарно. Snapdragon 8 Elite Gen 5. Пара часов игры, и смартфон еле теплый. Google сервисы на месте, Рустор на месте, и даже Max, если надо, сюда поставите. MirPay подключили, даже карту можно добавить в NFC раздел, назначить ее картой по умолчанию. В общем, все как вам надо. Но вот, что интересно, кстати, по карте, это, скорее всего, фишка Xiaomi 17. Я не прям гуру Android, вообще от этого далек. Я только начинаю свое знакомство по вашим комментариям, собственно. И могу сказать, что то, что я узнал раньше, не все китайские версии могли работать с NFC. Поэтому это не панацея. Но в основном Сбер, Т-банк, все, что нужно, вы поставите. И даже клавиатуру замените на Яндекс, и станет вообще красиво. Никакого китайского здесь не будет. Но из системы полностью вы его, конечно, не уберете. Если на вас накатило желание взять компактную камеру для крутых снимков, вот это ваша остановочка. Но за 120 тысяч, напомню, вы получаете смартфон, все-таки для китайского региона. От китайского в системе вы не избавитесь, может вы его там и прошьете, но опять же этим надо заниматься отдельно. В общем, советовать его, как вот берите, переходите на iPhone, я не стану. Это дело каждого. Камера божественная. Взять как второй смартфон, поставить на него какие-то приложения, мессенджеры, это пожалуйста. И еще в кармане у вас будет обалденный телевик. Но вот как на основу перейти, это, на мой взгляд, лихо. Пользуйся!